Что же делать, если вашей маме очень не нравится ваш муж, и отношения у них как-то не складываются? Например, мама говорит часто: «Ой, какой он у тебя непутевый», или вы рассказываете, что что-то пошло не так, и она: «Вот вечно он так», или «Вот я же тебя предупреждала, за кого ты замуж выходишь». Что делать женщине, жене в этой ситуации, расскажу в этом видео. Я Наталья Корнеева, психолог. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Это канал полностью про отношения. И ставьте лайк, если вам интересна эта тема. Итак, что делать? А делать нужно следующее. Просто один раз и навсегда понять, что слушать свою маму не стоит по двум причинам. Первое. Посмотрите на ее отношения с папой. Они могут быть плохими, может быть, папа вообще ушел, папа изменял, мама плохо отзывается от папы, разные крайности. Или могут быть хорошими с точки зрения большинства людей. Например, папа с мамой живут всю жизнь вместе в одном браке, и вы ребенок из классического образа хорошей семьи. Но даже в этом случае посмотрите глубже. Правда ли ваши папа и мама эталон отношений, к которым вы стремитесь? Если люди прожили вместе много-много лет, это говорит лишь об одном, что они преданы этим отношениям. Вы знаете, преданность отношениям помогает быть вместе, но это только один из параметров, которые должны быть соблюдены, которые нужно соблюдать, чтобы отношения были по-настоящему счастливыми. Там есть много еще чего. Насколько они как команда, насколько у них эмоциональная близость прокачана. Все это я рассказываю в своем курсе. Есть разные параметры. Основано это на американской системе Джона Готмана. Есть более упрощенный вариант «Дом крепких отношений». В общем, я к чему? Что это не из головы я взяла, не выдумала или не просто наблюдала. Это научная информация. И если папа и мама прожили все время вместе, это говорит 100% о том, что они преданы отношениям, но это не значит, что они при этом счастливы. Чтобы они были счастливы, нужен еще ряд параметров. Так? Договорились, да, об этом? Вроде здесь все должно быть ясно и понятно. Следующее. Посмотрите. Они вообще спустя, там, не знаю, 15-20 лет совместной жизни целуются иногда. Но есть такое, что папа маму поцелует в щечку, или мама подойдет и папа погладит по плечику, или волосы ему. То есть есть ли между ними какая-то, близость, теплые отношения, телесное тепло? Они уважают друг друга? Они обзывают друг друга? В общем, я могу вам перечислить очень много вот таких нюансов, которые могут показывать, что если прожили всю жизнь вместе, это еще не значит, что при этом счастливы. И я рекомендую вам брать планку высокую, когда вы будете строить свои отношения, когда вы принимаете какие-то важные решения о ваших отношениях, когда вы формируете свою оценку, да, как вы оцениваете вашего мужчину, берите, пожалуйста, планку, эталон самый высокий. И знайте, что если вы будете слушать вашу маму, вы максимум, который сможете добиться, это тот максимум, который добилась мама. Если вы будете слушать вашу маму, вы придете к максимуму, к тому качеству отношений, которое смогла построить мама. Если ваша мама для вас действительно эталон отношений, да, ее отношения, то вам тогда вообще не нужны видео по психологии. Вам ничего тогда не надо менять. Просто слушайте маму, делайте, как мама говорит, и у вас будет так же, как у мамы. Но у большинства людей при взгляде на отношения мамы и папы сжимается сердце в груди. И повторять это не хочется. Хочется чего-то лучшего. И вот тут я вас поддерживаю. Я вас искренне призываю стремиться к лучшему, к отношениям, где не только преданность отношениям, не только мы прожили вместе столько много лет, но еще и тепло, близость, принятие, безопасность, открытость, телесный теплый контакт, дружеские доверительные отношения и ряд пунктов и параметров. Пожалуйста, если у вас есть какие-то мысли, пишите их смело в комментариях, я все их прочитаю и постараюсь вам всем ответить. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.